Привет! Я уже делал обзор на сайдчейн плагины, и если кто-то не видел, обязательно посмотрите, там полезная информация. Но сейчас я хотел бы переключить внимание на конкретный плагин, который называется TrackSpacer. Я покажу пример сведения вокала при помощи него, а также объясню, как этим плагином пользоваться. Погнали! Этот малыш способен изменить звучание вашего трека и вытащить инструмент, будь то ударный или вокал, вообще не важно, на первый план. Конечно, это не единственное его предназначение. Сведение — это всегда эксперимент, но я ограничусь только этим. Совсем недавно у меня вышел трек, его можете найти и послушать по ссылке в описании и в закрепленных комментариях. Я также буду благодарен, если вы скачаете его, ведь это бесплатно. И прошу, не ленитесь оставлять коммент и лайк под треком, ведь это совсем небольшая плата за мою работу. Самой большой проблемой для меня было сведение вокала. В какой-то момент я понял, что он усажен в аранжировку как-то очень глубоко. Я не слышал отчетливо слова. Я долго ломал голову, потому что моих профессиональных навыков не хватало, но в какой-то момент хватило. Спасибо, кстати, Эрику. Эрик Дав, бро, ты мне очень помог. Я еще запишу видео относительно сведения вокала, и оно будет где-то тут высвечиваться в подсказках. И чем больше у меня будет лайков под этим и другими видео, а также подписок на мой канал, тем скорее я запишу новый материал, поэтому подпишитесь и поставьте палец вверх, если я этого заслуживаю. Так вот, TrackSpacer. Вокальная партия, вот она. И без обработки вокал звучит в миксе так. Я сейчас выключу TrackSpacer на каждом сенде. Такое себе. Далее в видео покажу, как вообще сделать этот сенд и включу плагин. А пока давайте покажу, как вообще пользоваться TrackSpacer. Кстати, как вы думаете, в таких случаях лучше использовать TrackSpacer или все-таки всемогущий SUV 2, на который я, кстати, делал обзор? Допустим, у нас есть дорожка, которую мы хотим выделить. В моем случае это вокал. Что я делаю? Я смотрю, какие инструменты перекрывают частоты нашего вокала. Вообще, вокал — это самый богатый в плане частот инструмент из всех, что существует в мире. И на самом деле тут даже смотреть не надо. Все и так понятно, он занимает значительную часть аудиоспектра. Но если брать примерные величины, то это в районе от 2 до 14 кГц. Четких границ нет, я повторюсь, это примерные величины. И далее мы ищем инструмент, который может занимать тоже частотное пространство. Это может быть, как у меня, бас, который дает верха, или плаки, которые также занимают какое-то пространство. Так вот, надо послать наш вокал на тот инструмент, который мы хотим, грубо говоря, давить по громкости. Выбираем дорожку с вокалом, далее правой кнопку мыши Sidechain to this track. И на второй дорожке открываем TrackSpacer. Идем в настройки, выбираем Sidechain дорожку, наш вокал. И далее возвращаемся к интерфейсу плагина. Он уже настроен определенным образом, но я бы советовал всегда его настраивать с нулевого значения. На моем опыте хватает примерно 10-20%. Также советую менять значение нижних и верхних фильтров, чтобы инструмент не давился прям полностью. Разница уже будет заметна, а если проделать эту операцию с другими инструментами, то прям очень заметно будет. И сейчас я покажу, как трек звучал до обработки TrackSpacer и как звучит после. Вот до. Вот после. До того, как я начал вешать везде TrackSpacer, я пытался выделить вокал, повышая его громкость. Но в определенных моментах аранжировки вокал прям вываливался из микса, и я не знал, что делать. И вот вам совет, к которому я пришел. Если хотите сделать громче инструмент, сначала сделайте тише остальные инструменты. И скорее всего тут понадобится динамическая обработка, а не статическая, типа просто понизить гейн или повесить эквалайзер. Что ж, если это видео показалось вам полезным, ставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить и другие полезные туториалы, а также оставляйте комментарии, если я где-то был неправ или, может быть, вы хотели бы подробнее узнать о чем-то другом.